Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Из нашего холодного, зимнего и еще снежного Мариуполя. Сегодня у нас температура воздуха минус 4 градуса. Но из-за нашего ветра ощущается как минус 15 градусов, как показывает мне мой телефон. Но действительно очень ветрено и очень, довольно-таки прохладно, потому что ветер очень пронизывающий. И как вы видите, по сторонам снег у нас еще лежит, хотя вокруг расчищенные дороги и территория театрального сквера расчищена, театральной площади расчищена. Так как у нас зима в этом году выдалась очень снежная, очень морозная. И, кстати, в некоторых комментариях в Телеграме я читаю, что люди пишут: сибиряки, заберите уже свою зиму, верните нам наше солнышко и наше тепло. Но действительно, уже немного поднадоело, уже хочется весны, потому что уже почти середина февраля и уже какое-то уже весеннее, наверное, все-таки настроение. Так как зима у нас в этом году выдалась очень снежная, очень часто у нас были и гололеды, и это внесло свои коррективы в статистику по дорожно-транспортным происшествиям. Очень много это и в телеграм-каналах Дима опубликовывал. Кстати, все ссылочки в описании под видео на телеграм-каналы наши, а также на наш второй YouTube-канал. Так что ждем подписку и лайки от вас. И хотела сказать, пока мы ехали сюда, в центр города, мы сейчас находимся на Театральной площади, и за моей спиной драмтеатр, наш красивенный, отреставрированный драмтеатр, который возвели практически с нуля. Он еще, конечно, не работает для зрителей, но несмотря на эту ужасающую статистику по дорожно-транспортным происшествиям, некоторые водители умудряются очень часто нарушать правила дорожного движения. И мы буквально только что ехали, и своим регистратором Trend Vision мы зафиксировали эти нарушения. Буквально две или три машины проехали на красный свет. Я требую, чтобы ГАИ ввели знак, и дуракам на машины лепили: берегитесь, люди, на дороге дурак. И все бы их объезжали и обходили бы. Ну и в очередной раз призываем всех водителей соблюдать правила дорожного движения и не нарушать их. Друзья, не будем о грустном. Сегодняшнее видео мы хотим посвятить обзору цен. Мы с Димой планируем в ближайшее время поехать в Таганрог и посмотреть там цены и сравнить цены с Мариуполем. И в этом видео мы хотим сейчас заехать в несколько наших крупных магазинов и посмотреть на цены, и показать, соответственно, вам. А вы пишите в комментариях, отличаются ли ваши цены от наших мариупольских. И первый магазин, куда мы сейчас с Димой направимся, это магазин Палет. Это торговый комплекс «Морской». Едем мы сейчас с Димой по проспекту Металлургов. Как видно, дорога, она полностью расчищена, она была посыпана. Сейчас будем поворачивать на проспект Ленина. Выехали сейчас мы уже на проспект Ленина. Здесь, как вы видите, тоже дорога расчищена. Все хорошо. Это самый оживленный проспект у нас в городе. Помимо того, что она очень оживленная, еще много установлено и светофоров. Все почищено, дорога хорошая. Проезжаем мы мимо тысячи мелочей. Елочки уже, конечно, нету, но осталась еще резиденция Деда Мороза. Подъезжаем мы уже к пересечению с улицей Куприна. Друзья, вы видите, сколько у нас кранов в городе. Везде сплошные стройки. Есть одно выражение: строить значит жить. Поворачиваем уже на улицу Куприна.
В принципе, все, ну хорошо, все дороги расчищены. Ну что, друзья, за моей спиной Палет, наш один из крупных магазинов Мариуполя. Приглашаю вас посмотреть на наши мариупольские цены. Ну, как вы видите, магазин очень большой. Давайте пройдем, посмотрим по ценам. Ну и сразу у нас здесь растительное масло. 184 рубля. Ну, это по карте, насколько я понимаю, Палета. А так вообще 195 рублей. Здесь цена сахара 71 рубль и 59,59 это килограмм. Давайте посмотрим на муку. Ну, я думаю, видно на ценниках, какую цену у нас мука. Ну и самая такая социальная, это цена 96 рублей. Макароны 93, 61, 85. Это те, которые мы покупаем. Ну, шебекинские имею в виду. И вот Макфа 65 по карте. Акционная цена. 73, 84, 94. Мясные изделия, а точнее курица, цыпленок 186 рублей за килограмм. И рядышком здесь витрина с икрой красной. Это не структурированная, это обычная икра горбуши. Ну, цены, я думаю, видно. Ну и такая более элитная, которая запакована в эти квадратные коробочки. Ну, уже цена, конечно, подороже. Также большой выбор и цитрусовых. Мандарины 236. Апельсины 125, грейпфрут 169, лимоны 245. Конечно же, можно купить и виноградика. Вот этот вкусный очень виноград, Шайн Мускат 689. Ну это так, раз попробовал и все. Он такой большой, класс, виноград красивый. Вот этот дым темный стоит 689. Написано на нем тоже, что это Шейн. А вот такой вот розовый 290 рублей. Ну, крупных, красивый. Да, красиво. Ага. Вот для какой тоже очень крупный. Прям, не знаю, очень крупный. Груши 312 и 475. И цены на яблоки 113 рублей. Яблоко Гала. Давай посмотрим на обычные продукты типа картошка, лук, морковка 43 рубля за килограмм. Свекла 20 рублей, крымский лук здесь 161 рубль, обычный репчатый лук 38 рублей. Ой, а что такое? Картофель молодой. Египет 80 рублей. Ой, посмотри, какая манюня. Так, и капуста у нас получается 31 рубль. Ну, такие большие головки. В магазине есть своя пекарня, очень большой выбор здесь хлебобулочных изделий, булочек всяких, и печенье. Цены абсолютно разные. 55 и 45. Так, друзья, мы тоже решили себе с Димой по булочке взять. Такая красивая, большая плюшка. Она стоит 75 рублей. Так, здесь у нас ценники. Сейчас я вторую возьму еще. Вот такая красопета, она такая огромная. Мы когда-то с Димой покупали, она еще то ли с творожной какой-то начинкой, но она очень вкусная была. Ну, ценник один есть, две одинаковые булочки. Да, конечно, классно. Давайте посмотрим цены на молочную продукцию, кефиры, ряженки. Думаю, комментировать не буду, потому что и так видно цены. А вы пишите, у вас такие же цены или дешевле, чем у нас в Мариуполе? Яйца ценой 10 рублей, ну, одно яйцо, соответственно, 100 рублей десяток. С1 9 рублей и С2 7 рублей. Это расфасованные. Сыру просто невероятный ассортимент. Цены разные. 948, 958 и 1100 есть.
Друзья, ну и кто проголодался, очень аппетитно выглядят все вот эти вот приготовленные блюда. Ну и мясо. Курица 18,60, это цена за 100 грамм, 21 рубль от голени, крылья 21 рубль, куриная четверть 25, друзья, свинина окорок 360 за килограмм, большой ассортимент рыбы, скумбрия соленая 85, слабосоленая, сельдь слабосоленая 42 рубля. Вот такие кусочки. Но ассортимент большой. Очень большой ассортимент и сухой рыбы, а вот и такая вот свежая на льду, белый амур. Толстолоб 32. Белый амур 50. Большой, он похож на карпа, да? Да. Все, друзья, мы уже идем на кассу. Наши такие небольшие покупки. Это ряженка и наши плюшки. И следующий магазин, крупный следующий магазин, в который мы с вами сейчас пройдем, это Галактика. Далее мы направляемся в следующий магазин. Это большой, крупный магазин. Это Галактика. Ну и вот еще одно доказательство того, что у нас город-стройка, еще одно строительство, а впереди это раньше был торговый центр, торговый комплекс Спорт-Сити. Ну, к сожалению, он восстановлению, думаю, не подлежит. На его месте надо строить новое. И вот она, Кленовая аллея, которую мы вам показывали в прошлом видео. Новостройки, сплошные новостройки. Здесь такой вот жилой комплекс. Ну что, друзья, Галактика у меня за спиной. Машин здесь на стоянке, как всегда, много. Приглашаю вас пройти, прогуляться еще по одному магазину, по Галактике и посмотреть цены. Мы здесь были еще перед Новым годом. Ну, после Нового года цены немного, конечно, поднялись. Здесь так все было красиво украшено по зимнему. А сейчас уже на входе стоят тренажеры, беговые дорожки. Как говорится, надо готовиться к весне. Но на входе посмотрите, сколько уже здесь весенних таких кресел. Мне они очень нравятся, такие вот дачные кресла. Класс, такие и ну, все как бы на даче. Подготовка к весне, подготовка к дачному сезону. А вот шалаш какой. Ага, красиво. 4000. Прикольно. Очень красиво. Ну, это, конечно, не только на даче, но и тот, кто живет в частном доме. Дима, кстати, мечта, наверное, частный дом, да, Дим? Да. Много очень появилось здесь тренажеров. Ну, как и на входе стояли, так и внутри магазина. Как говорится, готовимся, друзья, к весне. Велосипеды. Большой, очень большой выбор. Они не только здесь, но и наверху еще и детские велосипеды. Ну так, для спорта такой уголок серьезный. Детские 6, 8, 7. Ролики. Цена, ну, грубо говоря, 3000. Перчатки боксерские, грубо говоря, 3004. Зашли мы с Димой в отдел, там где очень большой выбор плитки, керамогранита. Но мы не оставляем надежду сделать все-таки ремонт в ванной и на кухне. На следующий год, наверное, да, Дим? Ну, как лифт сделают. Как лифт сделают, потому что в нашем доме обещают вроде бы установить лифт в конце этого года. То есть 27-й год у нас запланирован, наверное, все-таки ремонт в квартире. Мы вот уже второй раз в этом магазине, как я сказала, мы до Нового года здесь еще были. И вот уже второй раз мы смотрим именно на вот этот керамогранит. Ну, нравится очень Диме, ну, на кухню его, на стену, рабочая стена, чтобы сделать. И хочу сказать по ценам. 3390, ну, насколько понимаю, что это 1 квадратный метр, да? Да, указана цена за 1 квадратный метр. Ну, цены плюс-минус вот там в районе 3000. Где-то что-то под заказ, где-то что-то в наличии есть.
Конечно, задумки у нас есть интересные. Мы очень много там на всякие группы подписаны и смотрим дизайны кухни и ванной. В ванной и в туалете у нас предстоит, конечно, грандиозный ремонт, потому что мы планируем это все дело объединять, то есть чтобы это было не раздельные две комнаты, а все соединить вместе, поставить душевую кабину. Ну, я же говорю, задумки классные есть, и вот постоянно ходишь и что-то выбираешь, какие-то новиночки. Вот такой вот еще, но это, я так понимаю, напольный, да, керамогранит. Ну, здесь тоже цены же плюс-минус до 3000, где-то там 2600, где-то 1800. Телевизоров, конечно, здесь большой выбор. Ну и цены, И соответственно, очень разнятся. большие такие. Да, очень большие. Даже не знаю, какой это размер. А вот написано, Дим, 86, 210 тысяч. А у нас сколько? У нас 75 диагональ, по-моему. Не, ну красиво. Конечно же, и вот этих вот сантехники, вот это вот тоже здесь большой выбор. И тоже смотрим. Ну и вот мы разошлись во мнении, что делать, ставить вот такое вот отдельное вот это вот кресло, или как с этим, с бачком, или есть, как вот называется, инсталляция, чтобы, ну, то есть запрятать все за керамогранит. Если кто-то, кто делает ремонты именно там в квартирах по сантехнике, напишите свои комментарии вообще, как лучше вот такой вот стоящий или прицепить это на стену, ну, как я уже сказала. Вот такой вот, да, инсталляция это называется. Да. Но мне, конечно, вот этот вариант больше нравится, потому что, ну, это все как бы скрыто. Но насколько оно практично, не знаю. Так что пишите в комментарии, хотелось бы почитать. Ну и рядышком буквально здесь отдел с холодильниками. У нас, конечно, холодильник нормальный, слава богу, но хотелось бы вот такой вот большой. Я хочу холодильник. 165. Да, на минуточку. Лучше на балкон положу. Ну а летом что делать будем? Ну, так есть. Цены разные, 41, 30. Ну, это стандартная, да, вот как вот у нас там LG обычно Вот, стандартный. да, 32. Красненький такой. Атланты, горение, Сентек какой-то, или Сентек, или как это называется. Hotpoint, 42 тысячи. Ну, друзья, выбор, конечно, да. здесь очень большой. Вот приблизительно то, что я хочу, Дим. Вот такой вот я вот хочу, двухдверный. Не знаю, насколько он удобен. Ну, это как морозильная камера идет отдельно. А это обычный холодильник. Друзья, ну я подошла к своей мечте. Вот такой вот я хочу холодильник, чтобы каждая створка открывалась отдельно. Здесь отдельно холодильник. Две открываются. Глянь, как красиво. Ой, обалденно. Вот такая красотень. Ну и отдельно морозильная камера. И здесь тоже две эти створочки открываются. Ну и цена у него 229 тысяч. Hitachi, Производство Японии. Ну и следующий отдел — это душевые кабинки. Я хочу ванну убрать, поставить обычную вот такую вот душевую кабинку, но без поддона, просто чтобы слив был на полу. Ну, не такого, конечно, размера, это такая небольшая. Какой тут написано размер? Я не вижу. Наверное, 80 на 80, но нам где-то, наверное, 80 на метр 10 подойдет. Ну и обычная такая вот душ. Тропический душ можно купить. Они эти разные, есть кабиночки. И вот, это то, что я хочу. Вот такая вот. Ну и вот такие вот тропические души. Цены тоже опять-таки разные. 23 есть, 1035 тысяч есть. И 18 более дешево. Но я хочу что-то или вот в темном, или вот таком вот цвете. Ну и плавно мы перешли в отдел с продуктами. Сразу на входе здесь лежат такие объемные мешки с мукой. Мука ясиноватская, 31 рубль за килограмм. Ну и мешок сахара рядышком лежит. Один мешок 2 900. Растительное масло. Цены и 115, и 234 олейна, и 183. Ну, я думаю, видно на ценниках.
Я скажу, что подорожало, и здесь довольно-таки высокие цены есть. У нас в магазинах есть подешевле. Макаронные изделия. Ну, мы покупаем с Димой или Макфа, или шебекинские макароны. 87, 70. Я скажу, что дороговато. Рыбные ряды. Пахнет, конечно, очень приятно, так копчененьким таким. А также мороженая рыба во льду. Ну, она не мороженая, она Вот лосось свежая. 2500. За килограмм. Стейки 2455 и камбала 422 рубля. Креветки 735. Друзья, ну и уголочек с красной икрой. Ассортимент большой. 899 рублей. Ну, это маленькая баночка. А вот мы вот такую с Димой покупали баночку. Тут написано 400 граммовка, 7,451. Ну, мы покупали вот эту 230, 2,538. Хорошая была икра. Молочная продукция 188 молоко, это 1,4. Это литровый 114, ну 900 граммовка. Новая деревня 164, 1,4. Ряженка 170. Простоквашино. Ну и мясо, свежее мясо, говядина, 1200 вырезка. Шея свинина 535, это акция. И окорок 360 рублей. Ну, в принципе, доступная цена. Яйца. В какую цену, друзья, у вас яйца? У нас сорт 2 7,20 одно яйцо, ну 72 рубля. А сорт 0 С0 9,90. Ну и такой отдел с такими эксклюзивными товарами, с колбасами такими сыровяленые. И такой прикольный набор, подарочный набор. Я был в России, медведей там нет, но они здесь все. Я так поняла, что это колбаса с медвежатиной. 5,934. Друзья, ну как вы видите, ассортимент просто шикарный, всего очень много, на любой вкус и кошелек, как говорится. У Махея появился килограммовый, 241 рубль. Большая такая упаковочка. Друзья, здесь еще стоечка есть с майонезами. Это наши донецкие майонезы, да? И качество диетическое. Можете попробовать. Да, пожалуйста. Хочешь попробовать, Дим? Вы знали. Так, это кетчуп, да? Большая продукция, да, вот как раз витринка полностью. Это кетчуп, это горчица. Вот этот майонез. Ну, хороший, вкусный. Не, ну я покупала майонез вот этот, Очень вот мне когда-то, нравится Норма. перепелиных яиц, очень вкусный. Хороший майонез, хорошая фирма. Все, на майонез пробовать не буду. Что, друзья, покупайте наш донецкий, поддерживайте нашего производителя. Подходим мы еще к одной стойке. Ну, это стойка Димона. Паштет. Паштет можно попробовать, да. Дегустация здесь большого ассортимента. Паштет мне интересно. Ну, скажи свой вердикт. Бывает и лучше. Это что у нас? Это рулет, да, со свинины? Угу. Это Колбаса жареная, мариупольская. Все ждут твой вердикт, потому что Дима у нас очень честный в этом плане. можешь попробовать. Но это Почувствовать не вкус. очень, а это ничего так. Да, это вкусно, ну, мариупольская. Это курица, да? Да, это курица. Цыпленок на кабаках. Курица ничего там. Почти так себе. Этот так себе. Вот колбаса и курица нормально. Так что, друзья, приходите в Галактику, дегустацию мясных изделий. Ну и отдел с овощами. Молодой картофель можно купить, 105 рублей. Ну, я не брала его. Обычный картофель 47,30 за килограмм.
Лук репчатый 42,90. О, посмотри, какой хороший лучок. 805 рублей. Килограмм 805 рублей, друзья. Ого. Крымский лук 161 рубль. Хороший лучок. Мы покупали, когда были в Крыму. Морковка 46,20 и свекла 29,70. Ну и капуста, это самое, что ни на есть, социальные товары, 29,70. Конечно же, большой выбор и цитрусовых, 130 рублей апельсинки и 166 апельсинки. Ой, а что это такое? Ой, посмотри, это хурма. Хурма Шарон. Каждая отдельно запаяна в вакуумную упаковочку. 340 рублей. Это что, одна штука? Ого. Киви 167, лимоны 269, лаймы у нас 594 и небольшие такие гранаты 345 рублей. Конечно же, зимой можно и помидор купить, 174 розовые, 225 на ветке и огурцы 275 рублей. Вот такие вот у нас, друзья, цены в Мариуполе. Пишите свои цены. Ну, а мы двигаемся дальше. И следующая наша остановка, это, конечно же, на нашем ледяном море. Поехали с нами. Друзья, ну что, приехали мы на наш пирс, на наше Азовское море, замороженное посмотреть. Оно заледеневшее. Вместо чаек нас тут встречают песики, охранники пирса. Бедненькие, им тоже холодно. Скрутились так в калачики, греются. Не, у нас очень сильный ветер. Я думаю, слышно это все-таки будет. Прям аж свистит ветер. Какой красавец сидит. Хорошенький такой. Молодой. Боюсь загладить, а то мало ли, может еще грызанет. Но я смотрю, впереди такое все заледеневшее. И вот 2 человека пытаются зайти на лед. Да, там каток. Катаются. Угу. Не знаю. Ты рискнул сейчас? По морю походить? Ага. Ну вот что-то нет. Ну пошли посмотрим. И выходя уже с пирса, чтобы идти на лед, вот такие вот объявления висят о том, что выход на лед запрещен, так как лед тонкий и можно провалиться. Но мы здесь с Димой все-таки не решились выходить на лед, а решили проехать немножко дальше. Вот туда вот. Ну и может быть выйти на лед все-таки, хоть это, конечно, и запрещено. Ну, друзья, приехали мы на пляж, на центральный пляж позагорать. Чем вам не Мальдивы? Да, гляньте, белый песочек. Белый песок, тут еще нога человека не ступала, вот видите? Я не знаю, вообще людей никого нету. Холодина неимоверная. Ветер так свистит, что просто ужас. Ну что, вот оно, замерзшее море. Посмотри, как эти волнорезы тоже и снегом занесло. Что ты воду пробовать будешь? А? Воду будешь пробовать? Замерзшая. Нет, тут кто-то ступал. Все может быть. Да, тут... Может и попробуем. Сейчас провалимся и попробуем. Так и это, Дим, не надо этого говорить. Нет, тут очень скользко. Да иди, я уже прошел 5 километров, на шаг не может ступить. Ну, может, легче меня. Легче? Не легче. О, посмотри, глянь, реально замерзшее такое, что даже не шелохнется под ногами. Ну, конечно, немножко нарушаем. Потому что там было написано, что нельзя выходить на лед, так как он тонкий. Но я не могу сказать, что он тонкий. Он довольно-таки... Не хрустит ничего, нормально. Да, вода хорошо промерзла. Ну, у нас такие морозы уже какую неделю. Я же говорю, что сибиряки, заберите свой холод, дайте нам тепло. Мы уже соскучились за нашим весенним теплом. Ой, как тут классно. Это очень такое редкое явление. Но вот люди, даже очень многие люди говорят, что не помнят такую зиму у нас, чтобы так долго были эти морозы. Я вот даже не представляю, что я вот иду сейчас по морю. Здесь, когда летом сюда заходишь, и вот, ну, где-то вот в этом районе мне вот так вот, наверное. Да, это мы уже дошли до волнореза до конца. Да. Вот волнорез. Ну, где-то по плечи здесь точно. Обалдеть. Нет, дальше я боюсь идти, а то вдруг там глубже еще. Вдруг провалимся. Нет, Дим, нет, туда дальше не идем, возвращаемся. Не, ну прикольно, да?
Тут конечно. вообще вот ледышка. Я уже забыл, когда мы по морю ходили пешком. Ну, класс. Нагулялись мы с Димой по льду, накатались на вот этом вот льду. Ну, хорошо, классно походить, конечно, подышать этим свежим воздухом. И на что обратили сейчас внимание, мужчина пришел с топориком и роет лунку, вырубывает лунку, наверное, для зимней рыбалки. Ну что, друзья, а на этом мы будем с вами прощаться, заканчивать это видео. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих роликах.